красавицы, Юлечка Сафонова и Ира Бончарникова, с которыми вы уже знакомы наверняка. Они нам обещают какую-то суперинформацию, после чего сами друг другу продали целые комплекты. Так, первый эфир пошел. Да, пока у нас техническая поддержка сейчас нас будет размножать и подключать все сети, да, вы можете просто сказать, да, кто будет говорить. Выступать будет Ирина и Юлия. А вас я прошу очень активно участвовать в эфире, чтобы можно было задавать любые вопросы. И самые-самые каверзные вопросы, они самые интересные. Пусть они выкручиваются, наши спикеры. Они знают много, они у нас эксперты в этом плане, поэтому пусть выкручиваются. Ну что, Игорь, как мы там? Пока давайте просто, кто есть уже, напишите, поставьте плюсики. Сначала хорошо ли слышно, потому что даже если не видно, важно слышно. Хорошо ли нас слышно? Плюсики, 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 пожалуйста, покажитесь. Ага, вижу. Восклицательные знаки вижу. Да, спасибо большое. Чат, я не вижу чата. Так, Ольга, Татьяна Юсова, она же была. Не могу подключить камеру. Понятно, спасибо, понятно. Слышно. Хорошо ли нас видно? Поставьте, кому что нравится, провидно. Плюсы, восклицательные знаки, чтобы мы вообще понимали, что мы не одни тут вот в этом пространстве-то. Хорошо. Ну и теперь, как всегда, дорогие друзья, нам, во-первых, очень интересно, где вы сейчас находитесь, из каких городов, из каких стран. Напишите, полный эфир. Добрый вечер. Всем теперь настоящий добрый вечер. И напишите, из каких городов, из каких стран, кто у нас сейчас присутствует. Воронеж, понятное дело, Москва, Тамбов, Белгород, Новый Оскол, Шебекино. Так. Крым, Танечка Печатникова, Кингисепп, Ленинградская область, Татьяна Юсова. Что там у нас в соцсетях еще видно? Что у нас в соцсетях? Игорь, видно что-нибудь там? Кто-нибудь может? Я пока не успеваю, Василий. Поняла. Поняла. Ладно, потом посмотрим, кто еще. Значит, у меня сегодня к вам вот какая просьба. Несмотря на то, что у нас времена сейчас настали суровые, я думаю, что надо приспособиться и продолжать жить. И поэтому ни одна женщина ни в какие времена не откажется от того, чтобы выглядеть красивее, моложе и лучше. И, конечно, мы очень хорошо знаем, что очень много зависит от того, сколько мы бываем на воздухе, высыпаемся ли мы, какое у нас настроение, насколько были ли слезы или не были. То есть очень много факторов зависит от того, как что ты съела, что ты выпила, это все, конечно, понятно. Но кроме всего прочего, конечно, уход за собой, как говорят косметологи, начинается где-то уже после 25 лет. Здесь уже начинаются некие процессы, за которыми нужно внимательно следить и ухаживать за лицом. Здесь поздно не бывает. Здесь нужно как можно раньше, и рано не бывает. Здесь нужно просто ухаживать. Как говорят косметологи, самое главное, самое первое, огромный процент – это тщательное очищение лица. Но это уже другая будет программа, это я не профессионал, я могу только со слов говорить, со слов косметологов, но все в один голос говорят, что правильное очищение лица, правильное умывание – это уже половина дела как минимум. И после того, как я это услышала, я уже ни разу не позволила себе лечь спать с косметикой, с макияжем. В каком бы состоянии ни были, как бы не хотелось спать, все равно нужно умыться, причем дважды. Ну, вот мой секрет, да? Он не секрет совсем, но тем не менее.
Что значит двухфазное умывание? Там разные есть вещи. Это гидрофильное масло, а потом пенка, которая тщательно размазывается, но ее ежедневно нельзя делать. Но я для себя определила следующее. Первый раз, когда ты намыливаешь, да, ну, средством, конечно, по уходу, гелем для умывания, никакого мыла быть не может, первый раз оно просто размыливается и смывает вот тот самый первый слой макияжный с пылью, с грязью, с тем, что мы вот за день накопили. Или за ночь вышло у нас это все. А уже второй раз, когда после тщательного умывания ты наносишь второй раз, это была у Гаяны, великолепный косметолог, в интервью, которая очень тщательно это рассказывала, вот второй раз идет более глубокое очищение. Это уже очень-очень важно. Что же дальше? А вот дальше, тоже у Гаине Гётфрид, кстати, надо будет ей напомнить, потому что у нее была блестящая совершенно лекция несколько лет назад, когда очень тщательно по типу кожи, по возрасту, по тем проблемам, которые есть, она показывала, что из нашей продукции Vivasan, потому что мы на площадке Vivasan, и все мы фанаты этой компании, этой продукции, что из этой продукции лучше всего использовать. Вот сегодня две молодые красивые дамы, Юлия Сафонова и Ирина Бочарникова. Бочарникову Ирину вы слышали недавно, она рассказывала о массажере. Ну и кроме того, вы увидите, как они, сколько хорошо они выглядят. Они вам расскажут о той продукции, которая есть в компании Vivasan, не обо всей продукции, но обещали какую-то совершенно бомбическую информацию. А меня они попросили сказать вот о чем. Я не буду называть, компанию, имя того очень известного бренда, одного из самых дорогих брендов. То есть вы знаете, что есть косметика премиум, есть эконом, есть там мидл, по-моему, забыла, как называется, есть, премиум класса, а есть, лакшери. То есть лакшери — это как бы один из самых высоких уровней. Так вот, один из трендов, не буду называть, который, заказывает свои кремы, также на нашем заводе Интракосме. И, рецептура нашего обычного, как мы считаем обычного, у нас есть Лотум, у нас есть Hypnotic Viper, это очень дорогие, очень такие серьезные кремы. А вот уходовая косметика, ежедневная уходовая косметика Viva Beauty, к которой мы относимся, ну вот есть она у нас и есть. И оказывается, что рецептура Viva Beauty и того самого тренда, который заказывает, свою продукцию также в компании Intracosmet, потому что вы знаете, наш завод Intracosmet, он, выполняет заказы. Вот Vivasan, естественно, мы в приоритете, поскольку основные акции принадлежат нашему президенту Томасу Гётфриду. Он один из владельцев этого завода. Но помимо этого, этот завод считается очень-очень, элитным. И там заказывают, много трендов для того, чтобы они изготовили под их именем. Так вот, тот тренд, о котором я сейчас говорю, стоимость начинается с самого маленького флакончика, где-то 100-150 франков. Это где-то 15-миллилитровый флакончик. И, крем для, дневной, например, или ночной, стоимость от 400 до 700 франков. Одна баночка, 30 миллилитров, ну, иногда это 50. Рецептура практически одинаковая. Почему же такая разница? Наши кремы стоимостью примерно около 20, в районе 20 франков, да, плюс-минус 20-30 франков. И 300-700 франков. Почему такая разница? Многие из вас, конечно, уже знают, но все-таки я еще раз напомню. Первое и самое главное, как себя позиционирует эта компания. Она себя позиционирует как лакшери, и люди, которые у нее покупают эту продукцию, они не могут себе позволить, просто не могут за 30 франков купить какой-то крем.
Это минимум 300-700, там есть даже, кстати, кремы более 1000 франков. Вторая причина – это, конечно, упаковка. Потому что максимально упаковка экологически чистая, выдержанная, да, правильная, хорошая упаковка, она все равно стоит денег. Но она может стоить, предположим, эта упаковка 10 франков, и она может стоить 300 франков. Если туда нанести золотую, настоящую золотую кайму, если сделать эту баночку из камня, предположим, из какого-то, ну, и много таких вот наносных, скажем так, элементов, пятюшек всяких, за которые платят люди деньги. То есть крем один и тот же, но цена может быть объявлена разная. Это абсолютно достоверная информация. Вот то, что я сейчас вам сказала. Поэтому, если есть лишние деньги, можно купить в той компании за 1000 франков, за 700 франков. Но я всегда думаю следующим образом. Если один и тот же крем стоит 30, допустим, или 50 франков, или 500 франков, то 450 франков я просто вот выкинула, ну, куда-то выкинула. Даже не на благотворительность отдала, а просто выбросила. Поэтому это важно. Итак, начинаем. Что же это за продукция такая? И как пользоваться ею? Наши эксперты, наши партнеры из Белгорода, которые вам расскажут сегодня, они занимаются этим уже около 20 лет, поэтому им можно верить. Они профессионалы. Пожалуйста, девочки. Я повторюсь, биологическое старение начинается с 25 лет. И какие у нас внутренние и внешние факторы приводят к старению кожи? Причины эти можно разделить на 3 основные категории. Это биологическое старение, экологическое и механическое. Но биологическое – это понятно. Здесь влияют и гормоны, и генетика, и ДНК. И что может еще мешать нашей коже – это свободные радикалы. Ученые выявили, как свободные радикалы повреждают протеины, липиды и ДНК, ускоряя процесс старения. Поэтому, если вы используете антиоксиданты, как в питании, в добавках, они будут убирать эти свободные радикалы и будут замедлять старение. Поэтому очень важно делать как внутреннюю очистку, так и внешнюю. Не забывайте о напитке организма, это очень важно. Вторая категория – это экологическое старение. Это последствия воздействия окружающей среды. Здесь самое основное – это ультрафиолетовое излучение Солнца. Почему сейчас на многих кремах везде пишут УФ-защита или СПФ-защита, разные аббревиатуры используют. Фотостарение – это 90% из факторов раннего старения. Поэтому фотостарение повреждает коллаген, эластин, меланоциты и водный барьер. 90%, имейте в виду. Поэтому ваши крема обязательно должны содержать ультрафиолетовую защиту. Загрязнение, дым, в том числе и сигаретный, перепады температуры, сухой воздух, ветер, мороз, холод – это все влияет на нашу кожу. Стрессы. И стрессы, годы накопленного экологического стресса в клеточных структурах приводят к раннему старению. Третье – это механическое старение. Происходит оно в результате того, что человеку свойственно морщиться. У нас очень часто эмоции выдаются лицом, да? Иногда люди ими говорят. То есть может человек молчать, но он уже эмоционально все сказал. И это отражается на внешности. Поэтому есть некоторые движения, которые однозначно нужно избегать как при ранних, так и не только ранних стадиях старения. Это обязательно не щуриться, избегать позу мыслителя, это когда подбородок или щека у нас на руке, не спите на боку или на животе, не трите лицо горячей водой, избегайте колебаний в весе, естественно, питайтесь сбалансированно и высыпайтесь. Сон – это самое важное для восстановления организма, как и нашей кожи и красоты.
В результате замедления процесса восстановления клеток кожи становятся тоньше и чувствительнее к воздействию окружающей среды и фотостарению. А сейчас отличная новость. В наших руках больше власти над скоростью старения кожи, чем нам кажется. Поэтому мы сейчас вам расскажем основные секреты, что можно использовать. И сейчас остановлюсь и скажу, знаете вам что? Давайте поставим классы этому эфиру и поделитесь, пожалуйста, на своих страницах этим эфиром в соцсетях. Потому что все, кто будут активные, все, кто будут писать комментарии, в конце смогут получить подарок от нас с Ирой. Это будет сюрприз. И это будет в конце. И для самых активных, для тех, кто ставит лайки и комментирует. Чем больше комментариев, тем больше вы сможете получить. Сохранение молодости, омоложение кожи начинается с правильного ухода за кожей. Напишите, пожалуйста, чем вы умываетесь, чем делаете демакияж. И пока вы пишете, Ира поделится своим опытом глубокого очищения кожи, что она использует и какой волшебный массажер у нас есть. Ира? Добрый день, дорогие наши девочки, может быть, и мальчики, вернее, наверное, уже добрый вечер. Конечно, мне хотелось бы сказать о том, что очистка – это самый первый и важный шаг вообще ежедневного ухода за кожей. И основная задача очищающего средства – это, конечно, декоративную косметику снять, продукты сальных и потовых желез, пыль и так далее. И, конечно, подготовить кожу к нанесению наших замечательных кремов. Так как вы уже узнали, на какой линии наши кремы изготовляются, то, конечно, они для нас действительно уникальны. И неправильное умывание может вызвать не только раздражение, но и, конечно, там, сухость, но и кожные заболевания. Потому что повреждение защитного слоя, липидного слоя кожи и рогового, ну вот, допустим, неправильными моющими средствами и агрессивными ПАВ, может привести к нарушению ее вообще барьерной функции и нарушить нормальный процесс обновления кожи. Поэтому, конечно, у каждого из нас есть свое средство, которым мы очищаем кожу. Мы, допустим, очень любим, у нас два средства в Вивасане, это гель для умывания из серии «Источник молодости» и пенка Вивадерм для более чувствительной кожи. То есть у каждого кожа более или менее чувствительна, у кого-то комбинирована, у кого-то сухая. Ну, конечно, с возрастом кожа становится более-менее обезвоженная, и, допустим, использовать качественное средство очищающее, это очень важно. Хотелось бы заметить, что, используя наш очищающий гель «Источник молодости», это бессульфатная формула 2 в 1, то есть он не только очищает, но еще и тонизирует. То есть, в принципе, после нашего очищающего геля можно тоником не пользоваться, но использование тоника, я потом в дальнейшем расскажу, несет чуть-чуть другую специфику, другую работу. Хочу сразу сказать, что наносим очищающий гель очень маленькое количество на уже увлажненную кожу, и первый раз мы очищаем не менее 1 минуты круговыми движениями. То есть даже если мы спешим, мы понимаем, что если мы просто нанесли, просто умылись, это мы кожу не доочистили. И очень часто, когда появляется высыпание на лице, это значит неправильно мы очищаем нашу кожу. То есть по времени очень маленькое количество. Поэтому, конечно же, его можно использовать просто как очищающий гель перед нанесением наших средств. Но я бы хотела, так как мы уже проводили с Лидией Митрофановной серию про наш ультразвуковой массажер, конечно же, с нашим очищающим гелем необходимо проводить каждый вечер, это ионная очистка. То есть это более глубокое очищение, потому что удаляются самые мельчайшие микроскопические загрязнения. То есть мы наносим очищающий гель на лицо, предварительно уже мы демакияж произвели, ну, естественно, на влажный диск. Потому что от того, как мы подготовим лицо к нанесению крема, как мы очистим лицо, и будет работать наш крем. Или он будет работать как вечерний питательный, или же он будет работать утром на увлажнение. То есть я показывать не буду,
как работать с ультразвуковым массажером. Мы для этого проводили целый эфир. Но когда мы очищаем именно с гелью и ионной очисткой, то такое чувство, что, возможно, мы и не очищали лицо. Я вот покажу свой диск, когда я наносила, может быть, это будет видно. То есть это я уже нанесла очищающее средство, я умылась. И вот я получила то, что я умылась ионной очисткой. То есть видно? Видно. Кошмар виден. Да, но я честно скажу, что я умывалась. Поэтому я его сохранила, мне очень было самой, я была очень удивлена. Гель делает настолько глубокую очистку, после этого кожа становится вообще нежной, гладкой, как у ребенка. Да, кожа начинает дышать. И, конечно, мы можем использовать ионную очистку с нашим очищающим гелем. Мы также можем использовать, после того, как мы умылись с гелем, мы можем использовать также тоник. Потому что у нас тоник, это уже относится к серии совершенно другой, это уже пептидной косметики. И если мы, допустим, используем тоже ионную очистку, но уже с диском, который нанесен наш тоник, тоже эффект потрясающий. То есть мы можем использовать также ионную очистку с тоником. То есть идет подготовка кожи, снимаем остатки наших загрязнений на коже. И, конечно, получаем результат потрясающий. Мне очень нравится. Я могу иногда наносить и с гелью, и могу наносить иногда и с тоником. Хотелось бы, конечно, узнать, кто умывается и чем умывается, и используют ли наши зрительницы, у кого есть ультразвуковой массажер. Вы напишите плюсики или поставьте 2 плюсика, кто использует ультразвуковой массажер. Просто интересно, потому что, в принципе, массажер уже у многих есть у нас, не только вивасановцев. Вот. Есть там что-нибудь, кто-нибудь пишет? Ну, люди пишут, что умываются кто гелем для умывания, кто пенкой Виводерм. Вот вопрос, чем отличается гель Вивасан от других гелей, которые находятся на рынке. Ну, дело в том, что в нашем геле источник молодости находится пантенол и экстракт льна альпийского, то есть обладает уникальным регенерирующим эффектом, повышает способность кожи удерживать влагу. То есть вот оно одновременно и идет как очищение, и увлажнение, и регенерация. И очень, очень комфортно в использовании. То есть он слегка пенится, очень комфортен в использовании. А кроме того, еще он очень экономичный. Его надо совсем капельку, и проблема в том, чтобы не налить много на руки. Вот, значит, смотрите, тут комментарий. Гель, прежде чем нанести на кожу, лица предварительно лучше размылить на ладони. Людмила Александровна Чибисова, спасибо. Умываюсь гелем из серии Артемикс. Наташа Цветкова, да, она в шоке от того, что ничего себе, насколько глубоко идет очищение. Сегодня же начну использовать массажер. Кстати, он у меня стоит тоже редко. Да. Лидия Митрофановна, да, используем, умываемся еще пенкой Виводерм. В чем его особенности? Можно ли использовать для юношеской кожи Виводерм? Девочки. Пенка Виводерм можно использовать, конечно, для юношеской кожи. Вообще пенку Виводерм используют с самого раннего детства, вообще для деток. Она очень комфортна, очень приятна. А можно ли использовать Viva Beauty серию «Источник молодости»? Конечно, в юношеском возрасте можно использовать. То есть его все равно лучше использовать гель-пурификант. Если есть проблема с высыпаниями, с акне, то здесь лучше однозначно использовать пурификанты серию. Там есть гель и крем, поэтому это немножко другая. У нас сегодня омоложение, девочки. Давайте мы вернемся к нашей тематике, потому что вот по юношеским проблемам это немножко другая тематика, и у нас другая серия косметики, о которой мы будем рассказывать в другом эфире. Вот у нас вообще косметика, почему у нас она различается? У нас есть косметика уходовая до 35 и 35+. Голубая серия – это до 35,
это источник молодости, и розовая серия, это у нас уже 35+. Вот чем они отличаются? Как раз вот вопрос был, я хочу рассказать об этом, потому что здесь это очень важно. Источник молодости. Ира, ты по очищению рассказала? Да, я хотела еще рассказать, возможно, кому-то будет интересно, и, возможно, у кого-то встречаются клиенты, которые любят умываться мылом. И они даже не хотят слышать о том, что нужно очищающее средство специально для лица. Мы умываемся мылом, даже порой дегтярным или хозяйственным. Просто хотелось бы напомнить о чем, что у нас кожа имеет кислотную среду. Мыло – щелочь. У нас происходит микроожог. И дело в том, что наш эпидермальный слой не имеет нервных окончаний, то есть наш эпидермис. И поэтому, когда происходит этот микроожог, мы не чувствуем. Мы умываемся мылом ежедневно и умываемся мылом ежедневно. То есть как таковой ожог кожа наша не чувствует. И поэтому со временем настолько истончается наш защитный слой, и в итоге начинают высыпания, какие-то кожные проблемы, появляются морщинки, кожа теряет влагу. Поэтому берегите себя, любите свою кожу, потому что кожа у нас барьерно имеет функцию. И, конечно, она у нас очень важна, чтобы она у нас была в хорошем состоянии, здоровом состоянии. Вот это я хотела уточнить по поводу мыла. По вопросу, чем отличается наша косметика, тот же гель и наши крема от других? Конечно же, составом. У нас в составе источник молодости – это экстракт льна альпийского. Это защита, сохранение влаги, насыщение кожи омега-6 жирными кислотами, потому что сухость – это старость. Однозначно, поэтому вот это нужно запомнить. И очень ценный порошок хондроса курчавого или ирландского мха. Это красная водоросль, которая в высушенном состоянии используется для пилинга и как лекарственное средство в фитотерапии. Бета-глюкан – это полисахарид, который часто используется вместе с гиалуроновой кислотой для увядающей кожи и помогает глубоко донести влагу до самых глубоких слоев эпидермиса и стимулирует синтез гиалуроновой кислоты. Смола мастикового дерева убирает грязь и черные точки. Это вот как раз то, почему такая чистая ватка после использования. Да? Ватный диск. Почему он такой у тебя красивый получается после ионной защиты? Только потому, что здесь именно перечень этих составляющих ингредиентов работает на глубокую очистку кожи. И идет одновременно и пилинг, но он очень мягкий, без каких-то частичек внутри. Только за счет того, что там именно такие ингредиенты. Лецитин – важный ингредиент для увлажнения кожи. Он не дает влаге уйти из кожи. То есть очень часто мы питаем кожу, но кожа наша теряет влагу. Потому что сейчас и погода такая, потеря влаги, она и летом, и осенью, и зимой, и весной, она всегда актуальна, круглый год. Поэтому это очень важно. Она питает клетку, защищает от аллергических реакций, и это антиоксидант. Почему я вам рассказывала о разных факторах? Потому что антиоксидант, он предупреждает именно фотостарение. А это уже защита вашей красоты и молодости на долгие годы. Помните, да, что это 90% это фотостарение. Масло авокадо, жирный состав, это вообще очень ценное масло, и оно, вот жирный состав этого масла максимально приближен к составу нашей кожи. Именно поэтому оно работает на питание просто замечательно. И борется с пигментацией и защищает и в холод, и в мороз нашу кожу. Конечно, здесь вся продукция, вся серия работает как очищение, сокращает поры, препятствует появлению угрей, идеально ложится под макияж без коматогенного эффекта. Когда мы делаем уход, это матируется кожа, потому что лен из швейцарских Альп и мастика, они успокаивают кожу и улучшают ее структуру. Антиоксидант защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, от фотостарения, от воздействия окружающей среды,
Увлажнение регулирует водно-солевой баланс кожи, и масло авокадо здесь как раз увлажняет кожу. Гиалуроновая кислота сохраняет влагу в коже, что тоже немаловажно. Антисептик способствует снятию воспаления и раздражения кожи, потому что это тоже часто бывает такое, что, особенно вот те, кто говорили сейчас о молодежи, там же очень часто проблема в том, что грязными руками делают сами себе очистку, так называемую, кожи. Поэтому здесь внутри уже как есть природный антисептик, который будет обрабатывать эту кожу и не будет после этого акне. Омоложение – это разглаживает мимические морщины и обеспечивает релаксацию кожи. Преимущество в том, что подходит как для нормальной, так и для жирной и для смешанной кожи. Можно использовать в холод и в мороз, нанося за 1 час до выхода. Ну а сейчас мы перейдем, это была голубая серия, очищаю. Вот я покажу, это ночной и дневной, вот такие у нас баночки, у нас замечательные, красивые. Да, баночки вообще просто шикарные. Баночки, кстати, вот крема эти, именно этой серии, Viva Beauty, они 50 мл. И у нас следующая розовая серия, которая 35+. Это вот это тоже, да, баночки, они вот все просто, дизайн у них шикарный. Тоник, крем для век, крем дневной и ночной. Серия Fountain. Наша розовая эта серия «Секрет безмятежности» относится уже к пептидной косметике. Пептиды в переводе это питатель из греческого. И вообще, что это такое пептиды? Это мельчайшая молекула белка, состоящий из нескольких, ну, из 2 до 8 более аминокислот, которые соединены в пептидные связи между собой. И слово-то такое интересное, пептиды. Что же они вообще с нашими, для чего они существуют у нас? Почему пептидная косметика уже относится больше к классу, гораздо выше уровня? Ну, попроще сказать, они как информационные агенты, гонцы. И они переносят информацию с одной клетки в другую. То есть, получается, они сигнализируют о естественных процессах, которые происходят в нашем организме. И, конечно же, вот, допустим, если мы крем наносим с утра, он работает как увлажнение. И мы должны помнить, что сейчас уже зима, и мы должны наносить его минимум за час до выхода на улицу. То есть это очень важно. И, конечно, здесь ценность нашей этой розовой серии – это в том, что у нас пептид Матриксил 3000. В дневном креме, в дневном идет Кунзин Q10. Он справляется с признаками старения кожи, осветляет кожу, и люмисцин. И он делает контуры пигментных пятен более осветленными, то есть более незаметными. То есть вся эта серия работает именно на работу именно с пигментацией нашей кожи и, конечно, с регенерацией нашей кожи. Потому что ночной крем очень нежной такой текстуры, идет питание, регенерация, активирует иммунную систему кожи, способствует самостоятельному обновлению клеток. Это у нас экстракт бельгийца. Вот. И очень люблю тоже эту серию. Ее нужно, этой баночки хватает, ну, кожа женщины начинается с декольте. Если использовать его разумно, этого крема хватает на 3 месяца. Можно, конечно, и за месяц вымазать, но смысл какой? Кожа забирает столько, сколько ей надо. Если мы кожу правильно очищаем, если мы кожу правильно подготавливаем к нанесению крема, то крема нам должно хватить на 3 месяца. Это очень важно. И, конечно же, мне очень нравится это наш крем для век. У нас кожа под глазами лишена жировой прослойки. Она у нас очень чувствительна и очень является как лакмусовой бумажкой нашего настроения. Если мы очень сильно расстроены, если нас постигнул какой стресс, у нас сразу появляются гусиные лапки. У нас сразу кожа выдает наш возраст. И поэтому уход за кожей вокруг век – это особый уход. И есть, конечно, варианты, когда можно игнорировать и можно носить просто дневной крем, но это уже выбор каждого. То есть крем, который наносится на лицо, этот крем будет грубый для текстуры нашего нижнего века. Поэтому очень стильная такая баночка.
И, в принципе, как правильно, мы наносим на безымянные пальчики, на подушечку, на слегка увлажненные один, ну, у нас дозатор, выдавливаем даже можно не до конца, и наносим от верхнего века к нижнему похлопывающими движениями. Наносим, и уже остатки мы можем нанести на верхнее веко. Вот. И, в общем-то, кожа вам скажет спасибо за то, что у вас замечательный уходовый такой комплект, как серия безмятежности. Секрет безмятежности. Вот. Как бы, ну, вот я... Не только на 3 месяца. Это Ну, ты очень сильно хорошо любишь свою кожу. А вам насколько хватает на месяц? Нет, на дольше. А, на дольше? Ну, может быть, на дольше. В принципе, конечно, вот у нас крем для век, он работает в 6 направлениях. Он не только убирает темные круги под глазами, разглаживает заживление, но идет защита, питание, увлажнение. Конечно, это вот чем он отличается? Он отличается тем, что работает в 6 направлениях. Поэтому вот уникальный действительно крем для век. Ну, у кого как насколько хватает. Но мне крем на век хватает больше, чем на 3 месяца. Я имею в виду именно дневной и ночной крем. Вот по себе говорю. Ну, ты, наверное, очень организованная, Ирочка. То есть не забываешь пользоваться и утром, и вечером. А вот те, которые могут забыть, это я и про себя говорю в том числе, то мне иногда хватает месяца на 4, на 5. Поэтому это плохой вариант. Это плохой вариант. Лучше 3, но правильно. Ну, дело в том, что если мы, допустим, используем ультразвуковой массажер, и как нам давали наши прекрасные косметологи рецепт, что на 50 мл жожоба 15 капель жасмина, 5 капель фенхеля, 5 капель розового дерева, и мы систематически, допустим, проходим этот курс, то, конечно, нам крема хватит на дольше. То есть все зависит от того, как мы работаем с ним. Если мы проходим месяц серию ультразвуковой работы с нашим лицом, с маслом органа, то, конечно, крема хватит нам на дольше. Поэтому пользуйтесь органа и масло жожоба, и будет крема вам на дольше хватать. Вот здесь еще, девочки, комментарий, я не знаю, может быть, вы ответили, я секунду где-то отвлеклась, от Галины Житковой, да, но она говорит, что пользуюсь тоником чайного дерева при очищении. И еще, значит, был такой вопрос, можно ли тоником очищать кожу? Ну, насколько я понимаю, это вообще совершенно разные вещи, совсем разные вещи. Тоник, он для чего? Умывание и тоник. Умываем мы лицо, первое, это мы очищаем нашу кожу от дневных загрязнений, от потовых, салевых загрязнений, пыли и так далее. Это у нас идет очистка. И, как Ольга Васильевна сказала, или мы 2 раза умываемся нашим гелем, или же мы 1 раз умываемся, 2 раз ультразвуковой массажер. Что делает тоник? Тоник, он готовит кожу для того, чтобы проникли наши питательные вещества крема. Он доочищает, тонизирует кожу. Он кожу готовит для того, чтобы проникли все активные ингредиенты нашего крема, ночного или дневного. И тоник, его даже порой жалко наносить, как наши косметологи советуют, его даже не надо наносить на влажный диск, на ватный диск. Его просто можно капельку нанести на ладонь, несколько капель, и по хлопающим движениям нанести на кожу. Насколько комфортное ощущение, мне даже иногда не хочется наносить крем после тоника. Вот но в таком случае этого тоника хватит на всю жизнь. Потому что если на диск просто наносишь, да, и причем я так хорошо проливаю его, мне его тоже надолго очень хватает, на несколько месяцев. А если, как ты говоришь, его вообще может хватить на безумное количество. Очень долго. Это очень экономный вариант. Гель хватает на очень долго. Месяцев 10 точно. Может вообще хватать на год. Вот и геля, и тоника, это однозначно. Да. Юлька, нам нужно приходить к тебе на обучение по экономному использованию продукции. А вот еще вопрос. Скажите, какие противопоказания к использованию ультразвукового массажера? Ну, у нас был отдельный эфир, но тем не менее задали такой вопрос. Есть ли они? Есть противопоказания, да. Если у вас импланты, допустим, большое количество имплантов, вы ставите на режим самый минимальный, потому что если вам очень хочется его использовать, ионную очистку вы в любом случае делаете. Если у вас какие-то кожные заболевания и в стадии, допустим, ремиссии, но уже проходит, вы просто можете эти очаговые места просто
обходить стороной. Если бородавки, то есть их тоже нельзя... Обходим, всегда обходим. Да. При массаже всегда-всегда, да? И у нас есть несколько уровней, там несколько режимов, несколько уровней. Если есть, допустим, имплант, они сейчас есть у многих, у кого 1, у кого 2, у кого 3. Мы просто режим делаем на минимум, потому что вы сами почувствуете, если вы режим ставите на 3, у вас просто будет, ну, трясти вас не будет, но вы будете ощущать ток такой легонький. Но это он очень приятный. Это совершенно безболезненно. То есть вы сами должны к нему приспособиться. А так, в принципе, все в меру, должно быть все в меру. ИО-очистка рекомендуется всем. Каким кремом предпочтительно пользоваться в холодное время для комбинированной кожи? Очень хороший вопрос, я считаю, потому что мы привыкли, что если это лето, это увлажняющие кремы, в основном легкие, да? Если это зима, то это пожирнее, желательно что-нибудь такое питательное, жирное. И вот эти кремы, которые вы показываете, голубую и розовую серию, ну мы так привыкли их называть уже, они подходят для зимы? Да, они подходят за час до выхода на улицу, наносить просто крем. Они подходят для зимы, но опять-таки здесь какой тип кожи? Если сухая кожа, то однозначно использовать мальву. Или крем жожоба. Или крем жожоба, да. Если это нормальная комбинированная или жирная кожа, здесь эта серия, она шикарно будет подходить. Угу. Ну, то есть этими кремами можно пользоваться и зимой, и летом, да? Да, можно пользоваться но летом. любой крем лучше наносить за какое-то количество времени, хотя бы за там, минут 40 или час, да? Да. Какая фотозащита у этих кремов, вопрос задала? Фотозащита от 20 до 30. От 15 до 30. Некоторых, смотря на чем, да, ну там же даже тоник содержит 15%, по-моему, этого. Вся розовая серия, ультрафиолетовая защита идет F15. Розовая вся серия наша. Отлично, спасибо. И вот еще Татьяна Юсова задали такой вопрос. При применении тоника сначала появляется покраснение, потом проходит. В связи с чем это? Это реакция кожи, это просто чувствительная кожа, и работает сам тоник, как и наш можжевеловый крем. Знаете, еще какой проблема? Иногда бывает, нормально, да? Она потом проходит. Может быть, еще с какими-то другими кремами, не Вивасан, а что-то другое используют. Либо тональную основу, либо какой-то крем. То есть используют очищающий гель и тоник Вивасан, а затем используют что-то другое. Идет химическое соединение между собой. И могут появляться даже какие-то высыпания на коже. Поэтому здесь виновата не продукция Вивасан, а в том, что используются ненатуральные крема, либо ненатуральная тональная основа. А может быть еще какие-то повреждения на коже, такие микроскопические, например, да? А может быть это от близко посаженных сосудов? Нет? Можно Нет. ответить? Можно ответить. Да. В состав входит гиалуроновая кислота, то есть это там одно из соединений. Поэтому это вполне нормальная реакция кожи, потому что гиалуроновая кислота, она вот входит как раз в состав эпителиальной нервной ткани. Поэтому вот это зависит от того, ну, какая кожа. Она может быть, если она у вас чуть-чуть раздраженная, или если она у вас чувствительная, то первые 2-3 дня будет ощущаться, может быть, чуть-чуть побольше. Такое вот ощущение. Угу. А вообще вот просто послушать, да, в состав входит гиалуроновая кислота. Это те самые дамы, которые ходят делать уколы. Я не говорю, что это плохо или как-то недостойно. Нет, все в порядке. Просто кто-то боится уколов. Вот для меня это очень страшноватенько. Поэтому... когда биохостинг. Да. Вы о нем тоже будете говорить, или вы уже сказали? Да, обязательно. Все, ну вопросы пока вопросов больше нет. Продолжаем наш красивый шабаш. Так как у нас косметика лакшери, мы ее можем со спокойной душой так называть. Это действительно премиум-класс, даже не выше премиум-класса, это косметика лакшери. У нас уникальные рецептуры, редчайшие ценные ингредиенты.
эксклюзивные комплексы, способные остановить время и повернуть его вспять. И сейчас я вам хочу представить именно вот этот важный гель, который может убирать морщины за 1 час. Биофоскин – легендарный гель, который уже многие испытали, увидели результаты на себе. И сейчас Ира поделится именно вот этими фишками и бомбическими секретами, которые они знают. Девчонки, действительно, вообще хотелось бы узнать, кто из присутствующих у нас гостей вообще знает о нем, пользуется или пользовался. Вы напишите, пожалуйста, потому что для вас что-то будет новинка, для вас что-то будет открытием, а может быть, возможно, вы много и знали про биофоскин. Во-первых, то, что это водорастворимый гель без содержания консервантов и парабенов, без ботокса и парфюмирования. Это полностью натуральный гель, полностью водорастворимый. То есть в нем нет ни толики синтетики полностью. И очень часто, когда приходят прекрасные у нас покупатели и начинают читать, что же это за бутиленгликоль, этиленгликоль, что же это такое, и что это у вас не может быть, что было все натуральное. Я вам хочу сказать, что если вас спросят, что такое бутиленгликоль, то это сок винограда. Это натуральное полностью органическое соединение. И его добавляют с целью препятствия микробов и роста плесени. Но не синтетику могут добавлять, а бутиленгликоль – это сок винограда. Если, допустим, написано этиленгликоль, такие вот слова, это тоже растительное вещество и тоже используют для того, чтобы полностью было одной консистенции наш замечательный водорастворимый гель. Но фишка нашего биофоскина в том, что здесь 0,97% это у нас гиалуроновой кислоты. И я вот тут нарисовала картинку очень интересную. Вот выглядит, смотрите, это вот такая, ну, почти как кардиограмма. Это наши морщинки, увеличенные в очень много миллионов тысяч раз, где не хватает влаги. И гиалуроновая кислота, которая здесь находится, гиалуроновая кислота, она работает как разведчик. То есть она именно находится, именно привносит воду в ту морщинку, которая она необходима. И за счет этого идет выравнивание. Поэтому 75% отзывов в течение часа заметили, как разглаживается кожа. Но, в принципе, можно вопрос задать. Она разгладилась через полчаса, опять что ли сузилась? Нет. Дело в том, что она работает накопительно. И гиалуроновая кислота, заполняя эти морщинки, эти места, где не хватает влаги, она ее удерживает. И мы же используем не 1 раз в месяц, мы используем здесь ровно 100 доз. Мы используем его в течение 3 месяцев. Но я хочу сказать, что когда у нас же кожа начинается с зоны декольте, конечно, одного дозатора мало, поэтому его можно наносить 2 дозатора, то есть 2 дозировочки. И, конечно, хорошо наносить на слегка увлажненную кожу. И тоже очень интересный состав здесь. 94% это хандрус курчавый, морская водоросль, это ирландский мох. Вообще он приобрел репутацию растительного силикона. Он покрывает нашу кожу полунепроницаемой пленкой, и за счет этого удерживается влага. То есть мы гиалуронкой напитали наши морщины, а все остальное, что здесь находится, у нас и хандрус курчавый, экмел огородный, центелла азиатская, это все природные растительные компоненты. И у нас замечательный косметолог, не буду называть имя, может быть, мы ее когда-нибудь пригласим на наш эфир, была в Израиле на курсах повышения. И очень была удивлена, что составляющей нашего биофоскина используется именно ирландский мох. Это крайне редко, когда производитель использует его, потому что это добыть его очень, это такой дорогостоящие, что ли, технологии. Поэтому у нас, я вам потом дальше расскажу о букете роз, какая у нас тоже составляющая необыкновенная, то вот что касается нашего биофоскина.
в Это этом вообще уникальные гели, о которых даже Южная Корея пока только мечтает. Поэтому многие, кто использует корейскую косметику, даже не подозревают, что есть намного лучше, намного круче косметика, о которой мечтают даже корейцы. Да, то есть получается здесь вот гиалуроновая кислота насыщает нашу кожу влагой. Содержание хандруса курчава или ирландского моха, она у нас пленочкой покрывает кожу, что не дает влаге испаряться, при этом работает кожа, кожа дышит, при этом не просто как надели полиэтиленовый мешок, нет. Акмел огородная, она снимает мышечное напряжение, ее 0,90%, почти 1%. И получается, что используют, это вообще безопасная альтернатива ботокса. Его рекомендуют старше 30 лет, но учитывая то, что если с 26 лет его можно использовать локально. То есть, допустим, альтернатива ботокса и для тех людей, кто боится делать укол, у кого очень низкий порог чувствительности. Его прекрасно использовать после химических пилингов. То есть сам по себе это... Вот читая его и читая его которые составляющие, конечно, мы не профессиональные косметологи, но когда мы общаемся с ними, и у нас девчонки очень часто ездят и изучают, и обучаются, и испытываешь гордость, когда приезжают с Израиля и говорят, об этом только мечтают, об этих составляющих, они у нас уже есть, и мы пользуемся ими, и даже не просто мы не оцениваем это, потому что мы пользуемся, у нас это есть, и мы это оценим как само собой разумеющееся. Вот, еще одна очень шикарная составляющая Биофоскина, это у нас центелла азиатская. Ее используют после хирургического вмешательства на стадии восстановления кожи. То есть получается здесь вот эта составляющая, она способствует синтезу собственного коллагена. Смотрите, какие мы красивые, мы очистили, нанесли кожу, работаем с Биофоскином и с нашим ультразвуковым массажером. Девчонки, да мы вообще будем самые-самые-самые. Это, конечно, то есть это вот... Это реальный аналог укола, то есть можно не делать уколы, можно не вставлять золотые нити. Потому что я вообще не представляю, вот как это нужно, чтобы пойти на то, чтобы тебя подтянули. Это реально очень больно, и это можно, просто от этого можно уйти. Есть реальная возможность использовать гель и увидеть на глазах, как улучшение происходит. Вот я проверяла это несколько раз, наш гель и наш массажер. Однозначно, даже очень глубокие носогубки, они в течение часа полностью ушли. Но очень важно, когда мы используем косметику, обязательно использовать очищающий гель Viva Beauty, потому что без него косметика, она будет гораздо хуже. Она просто результата не будет такого, который она должна получить человек. То есть если кожу не подготовили, чтобы проникли столь великолепные вещества. Совершенно не так. В смысле, конечно. Конечно. Так, а теперь еще расскажи, пожалуйста, Ира, букет роз. Что содержится там и чем он может помочь каждой даме? Что в нем самое ценное? Ну, вы, конечно, знакомы с нашим флюидом букет роз. И когда он у нас появился, мы относились к нему, ну, может быть, равнодушно до того момента, пока, опять же, наш уважаемый косметолог не рассказала нам очень удивительную вещь о составляющей нашего букета роз. Это ресвератрол. То есть, что такое ресвератрол? Листья винограда, который мы любим виноград, листья винограда, они природой заложено выделение определенного такого напыления, которое способствует защите листьев от вредителей. И получить эту составляющую и внедрить его в косметическую линию, это мы, может быть, единственные в мире, где есть букет роз, составляющий ресвератрол. Потому что наш косметолог приехала с Израиля и сказала, что как? У вас есть букет роз, а там ресвератрол? А что такое ресвератрол? Оказывается, это то, что я вам уже поведала. И самое ценное, что эта составляющая делает, это профилактика онкологии кожи. И очень уважаемый доктор, который работает в Воронеже и живет в Воронеже,
Когда-то его очень давно купила маме, не зная о том, что есть там этот ресвератрол. Купила и купила. И спустя какое-то время пятнышко на коже у нее исчезло. А мама уже в возрасте была, она была удивлена, и только потом она узнала, что действительно, насколько, возможно, она приостановила какие-то процессы, которые шли на кожном покрове, и, возможно, она спасла что-то от более худшего. Поэтому, конечно, профилактика и защита нашей кожи – это очень важно. И вот единственная у нас составляющая ресвератрол есть только в нашем флюиде Букет Роз. Он, конечно, хорошо используется летом, весной. Он работает на увлажнение. И если его сейчас использовать, его сейчас тоже можно использовать. Просто его нужно комбинировать, допустим, с ночным питательным кремом. Питательным, потому что он будет работать как увлажнение утром за час до выхода. Если мы это наносим утром, то в любом случае мы вечером наносим более по сезону крем. То есть увлажнение увлажнением, а питание питанием. То есть все это должно быть в комплексе. Вот такое чудо у нас Букет Роз. Кто, может быть, знал, напишите, у кого есть, кто пользовался. Вообще он очень легкий в текстуре, он очень приятный. Он настолько... Вообще у нас все кремы очень приятные на ощупь, и когда их наносишь, чувствуешь себя не только женщиной, а вообще супер женщиной. Во-первых, пахнешь, результат потрясающий. Самое приятное о том, что сейчас серия голубая и розовая, мы их всегда так называем, это гораздо проще для понимания, какие крема. На эти серии сейчас проходит акция, поэтому здесь есть возможность купить эту косметику, уникальную, шикарную, еще дешевле. Вот то, о чем говорила Ольга Васильевна в начале, можно будет даже поискать, но это как бы не для общего. Если кому-то очень интересно, я скажу, как это называется, и вы сами воочию увидите, что цена на ту продукцию от 15 до 80 тысяч. Это если в рублях, а не в швейцарских франках, чтобы вы понимали. Наша косметика, это примерно идет вот сейчас по акции 2200, 2800. Вот скажите, пожалуйста, это клиентская цена. Если вы приобретаете полностью комплекс, 5 наименований, вы получаете еще и дисконтную карту. И в последующем вы сможете покупать со скидкой 23%. Да, вот как раз очищающий гель, тоник, крем для век и крем дневной ночной. Это полный комплекс по уходу за лицом. Плюс к этому вы получаете дисконтную карту и постоянную скидку 23%. Массажер уже... Очищающий гель еще в руки, просто руки маленькие, не влазит. Ну да. Но очищающий гель у нас идет сейчас без акции. У нас для многих вопрос цены. Но вот я когда-то писала пост просто, когда человек покупает, когда дама покупает крем за 100 рублей, вы просто подумайте сами, что может входить в этот крем. Это упаковка, это производитель. Что должно быть в составе, когда его еще перепродают несколько человек, делают свою накрутку, это зарплаты, реклама и так далее. Поэтому вот эта цена, это реальная цена, которая дает вам результат и эффект. Если вы хотите быть молодыми, вы знаете прекрасно, сколько стоят омолаживающие процедуры у косметолога. Если это операция подтяжка, то это гораздо дороже, и я думаю, понимание есть, что еще, какие процедуры после этого делают и сколько это будет стоить. Поэтому если ухаживать заранее... Результат, да? Юль, какой будет результат еще? Тоже разные, да. Хорошо. Ну, обыкновенная ультразвуковая очистка в салоне стоит 2500. Ультразвуковая очистка. А это далеко не ионная очистка. Это большая разница. И вы очистили лицо, проходит 2-3 дня, а вы должны ежедневно очищать лицо. Поэтому, конечно, и ультразвуковой массажер, его цена окупится 3 похода в ваш салон красоты. 3 похода по 2500 вы окупаете ультразвуковой массажер. Вот. Поэтому... Скажите, пожалуйста, а есть те, которые на какие-то процедуры к косметологу? Сколько вы тратите на свою красоту? Вы когда-нибудь подсчитывали? Нам пишут, конечно, что подсчитывают и ходят.
Конечно, я думаю, у нас Я слушатели. покажу. Да. Можно я попрошу вот то, что я бросала с утра, картинку, точки? Можно будет их на экран вывести? Наверное. Игорь? Игорь? Если вдруг не получится, я могу эти точки показать. Давай. Мгм. Это для тех, кто у нас активные. Мы потом проверим, кто у нас может получить подарки лично. Те, кто поставили классы, те, кто поделились этим эфиром в своих соцсетях, и те, кто сейчас смогут. Игорь, я не смогу это сделать. Я Я расскажу. включил демонстрацию экрана. Всё. Те, кто будут сейчас больше всех писать комментариев, ставить лайки и будут делиться в своих соцсетях, смогут получить личную консультацию, что именно вам можно подобрать из косметики. И самое заключительное, вот эти точки вы сможете получить лично. У вас есть возможность, если вас пригласили, заполнить анкету, написав свои ФИО, контактный телефон и электронку. И с вами свяжутся те, кто вас пригласили. Поэтому не забывайте оставлять заявки. У вас сейчас есть реальная возможность получить консультацию либо нашу с Ирой, либо тех, кто вас пригласил. А сейчас для тех, кто досидели до конца, самое важное и самое интересное – точки молодости. Точки молодости, девчонки, мы с вами используем для того, чтобы продлить нашу молодость и молодость нашей кожи. Поэтому, конечно, эти точки хорошо использовать с нашим ультразвуковым массажером, когда мы используем режим электромиостимуляции. Вот эти два у нас две поверхности. И мы эти поверхности, у нас, когда мы работает ультразвуковой массажер, у нас от одного сигнала до другого проходит 8 секунд. И мы по этим точкам, ну вот у кого зрительная память. Всем лично сбросим, чтобы это было видно. Сейчас вот. Просто расскажи вкратце, что для этого нужно. Если мы включаем, естественно, режим электромиостимуляции и по нашим точкам проводим от одного пика до другого пика, от одного сигнала до другого. 8 секунд проходим, мы наносим на вторую точку, которая над бровью, потом на конец брови, потом 4-я точка, внешняя сторона глаза, внутренняя, под глазом. То есть вот все 12 точек, которые мы проходим, это достаточно одного раза. Если мы хотя бы будем использовать один раз в неделю с режимом электромиостимуляции, девчонки, мы будем вечно молодыми, здоровыми. Но самое главное, что у нас прекрасное настроение. Сейчас в наше время с этой пандемией все хмуры ходят, все боятся. Если у нас будет хорошее настроение, мы же девочки, у нас же что-то новинка появилась, у нас прекрасное настроение. Девчонки, все вирусы отлетают, когда у нас хорошее настроение. Они же видят, что мы красивые, молодые, здоровые. Самое главное – это наше настроение. Если мы в прекрасном настроении, то мы победим любой вирус. У нас же есть для этого столько всего хорошего. Мы вообще с вами впереди планеты всей, поэтому мы должны быть красивыми, чтобы у нас было прекрасное настроение. Вы со мной согласны? Поставьте плюсики, кто согласен. Я все плюсики ставлю, все. Перевернула свою красивую девочку. Вот, поэтому... Вот. Сколько плюсиков полетело. Олечка, ты 7 плюсиков. А вот тут вопрос, девочки, когда лучше использовать биофорскин? Весной или можно сейчас? Биофорскин используется осень-весна. А сейчас его использовать. Почему сейчас нельзя? Можно осень-весна. Осень можно сейчас осень, еще не зима. Что лучше использовать для уменьшения мышечных сокращений? Кремы розовой серии или биофорскин? Ну, дело в том, что... Я бы еще добавила, и можно ли параллельно вместе с биофорскином еще какие-то кремы можно использовать? Конечно, конечно. Да. Биофорскин – это гель. После него наносится обязательно крем, обязательно. Он очень быстро впитывается.
и он выполняет свою функцию, насыщает кожу гиалуронкой и так далее. А дальше идет питание, однозначно. Биофорскин шикарно снимает мышечное напряжение, там же у нас это акмел огородное. Но если мы еще используем ультразвуковой массажер с нашим режимом, то это вообще великолепно работает режим горячий для расслабления наших мышц. Но хочу сказать, что когда мы работаем с ультразвуковым массажером, очень большой идет расход. Поэтому я потом, кто очень сильно захочет узнать, я вам лично могу написать, с чем его можно еще соединять, чтобы действительно эффект был и расход не такой быстрый, потому что вы его за 2 недели, лицо же должно быть увлажненным, поэтому здесь свои нюансы есть. Так что если будут вопросы, вы нам, Сюля, пишите, мы вам ответим. Да, или мы научим включить эконом-режим. Режим экономии мы научим включать, но это только благодаря нашим косметологам. Мы сами ничего не придумываем. Понятно. Только создаем хорошее настроение. Еще один вопрос. Сколько раз в день можно использовать биофорскин? Ну, я думаю, не можно, а как бы сколько рентабельно его использовать? Как... Лучше вечером 1 раз. На 24... 1 раз вечером. 24 часа. Вечером, да. Вот вопрос. Ирина, расскажите, почему нельзя умываться мылом? Нина Ангорн спрашивает. У меня часто спрашивают клиенты. Так я же уже отвечала. На этот вопрос еще раз ответить? Ну, конечно. Но дело в том, что у нас мыло – это щелочь, а кожа имеет кислотную среду. Когда мы соединяем эти 2 среды, происходит микроожог. Наш эпидермальный слой не имеет нервных окончаний, мы не ощущаем это. Мы не чувствуем ожог, как, допустим, при кипятке. Поэтому мы умываемся, кожа иссушается, теряет свои защитные барьерные свойства, и она становится обезвоженной, серой. Ухоженная кожа, здоровая кожа, она имеет определенный цвет здорового лица. Поэтому, конечно, мылом умываться это очень вредно, очень вредно. Угу. Ответила? Да. Нина, Нина, как? Удовлетворена? Уже 2-й раз сказала, и до меня даже дошло. Это как послушала про ожог. Да, спасибо, девочки, спасибо. Угу. Если еще вопросы или комментарии, пожалуйста, задавайте, будем счастливы. Если у вас есть еще какие-то рецепты определенные. Я вот тут пропустила один вопрос по-моему, он был в Фейсбуке от Натальи Васильевой. Наташа что-то спрашивала. Она спрашивала по поводу массажера. И можно ли массажером пользоваться, если наносить на лицо эфирные масла? Ну, с чем-то. Использование кремов с эфирными маслами плюс массажер. То есть я так понимаю, что вопрос в том, можно ли добавлять эфирные масла в кремы при работе с массажером. Здесь один есть нюанс. Значит, когда мы работаем с ультразвуковым массажером, у нас должна поверхность нашего массажера очень плавно и гладко работать с поверхностью кожи. Поэтому с массажером лучше работать с маслом органы. Конечно, шикарно добавлять наши эфирные масла. Если же мы работаем с нашим кремом, мы можем капнуть просто масло органы. Или если, допустим, вам нет желания капнуть масло органы, значит, увлажнять очень хорошо нашу кожу, чтобы не растягивала поверхность, чтобы скольжение было очень гладким и комфортным. Массажер должен скользить, он не должен растягивать кожу. Если вы работаете в режиме ультразвук, вы можете просто прикладывать, не обязательно двигать. То есть вы имеете, вот это очень важно, чтобы он скользил легко. Но здесь можно не только органа, можно и жожоба, и авокадо, кто что любит использовать. Просто, я так понимаю, делают смеси, скорее всего, на жожоба с эфирными маслами. Да. И использовать можно или нет. Если такие смеси, то, конечно, можно. Но самое лучшее для лица это органовое масло. Самое лучшее, потому что в каждом масле есть комедогенное число. И вот в органе это 0, а в жожобе или авокадо 1. Поэтому для лица, конечно, масло органа – это просто нечто. Вот. И, конечно, я уже давала, еще вам могу сказать, что если мы берем 50 мл масла органы или жожоба или авокадо, прекрасно 15 капель масла жасмин, 5 капель розового дерева и 5 капель масла фенхель. Прекрасно работает с лифтингом, прекрасно работает с морщинками, прекрасно работает на увлажнение.
Утром сами себе не узнаете. Будете зеркало вытирать, скажете, боже мой, кто это? Оказывается, так это же я. После Фенхель такого говорят, вот клиенты говорят, что фенхель, если добавлять фенхель в какой-то крем, то он, как это называется, вот он как бы прозрачный. Вот лицо, сама кожа становится прозрачной. Оно как бы такое, как люминесцентное, да, вот таким становится. Вот тут еще один вопрос, Лариса Самарина из Тюмени. Можно ли использовать прибор при болях в суставах? прекрасно при болях в суставе использовать на режиме ультразвук, втором режиме. Это мы используем нашими лечебно-профилактическими средствами. Вы можете посмотреть тот эфир, который Ира делала, да, с Лидией Митрофановной. Да, с Лидией Митрофановной Шуниной. Вы можете открыть zkbv.ru на нашем сайте, там хранятся все видео наши, и вот там очень-очень тщательно все разобрано. Ну и вам, конечно, благодарность от Галине Удачевой. Девочки, вы супер, очень интересная, полезная информация. И сами очаровашки. Благодарю вас. Вот такой вот У меня красивый... такой вопрос, и очень нужна обратная связь. Вообще, насколько интересна эта тема, и если это интересно, то мы тогда еще сможем пригласить профессиональных косметологов, которые поделятся своими знаниями, опытом и еще какими-то интересными знаниями, которые они получают в Израиле и еще где-то. Насколько это скажу, сколько сейчас присутствовало людей, и мы потом увидим, сколько было, сколько публикаций, сколько было просмотров. Писать в соцсетях, кому что было интересно сегодня. Угу. Кто нас смотрит в соцсетях, интересна эта тема или нет, потому что омолаживающая косметика, как бы это огромный рынок, но на самом деле работает не все так шикарно. И когда люди покупают крема в Литуале за 10-15 тысяч, они не получают тот эффект, который они хотели бы. Это у меня реальные есть люди, которые хотели получить результат, но не получили. И получив в подарок наш крем, они восхищались очень долго, какой это шикарный крем, какой дивный аромат, нежный, тонкий, насколько он дает увлажнение, насколько он защищает кожу. И еще, я забыла самое главное, почему я говорила о защите 30. У нас есть тональный крем, который имеет как раз солнцезащитный фактор 30. Поэтому, когда вы используете наши крема, не забывайте использовать тональную основу. Это как раз защита от фотостарения. И там защита 30. Да. Зимой же тоже солнце. Даже если у нас нет солнца, все равно идет излучение. Ой, Просто у нас на самом деле омолаживающей косметики очень много. Это еще шикарный крем Лотум, это гипнотик Вайпер, это гималайский... Подожди, дай пока насладиться розовой и голубой розовой серией и биофаскином. Здесь просто можно индивидуально подбирать довольно-таки много. Поэтому, если у вас есть желание что-то узнать больше, интересно это, нет, продолжать нам эту вообще тему красоты и молодости. Я думаю, что тема красоты, она всегда актуальна. Тема красоты всегда интересна, очень интересная тема для продолжения в будущем. Так, снова Жанетта спрашивает, сколько раз биофаскин в день? Один. Да, правильно говорю? Достаточно одного раза, да. Да, один раз нанесения. Вот, спасибо за особенности крема «Букет роз». Да, правда, отдельное спасибо. Для меня это тоже была новость. Век живи, век учись. Ну что, спасибо вам всем огромное. Пожалуйста, все, кто присутствует. Юль, расскажи как следует тщательно, где должны подписаться, где должны заполнить анкету и как выйти. Ставьте нам лайки, пожалуйста, не забывайте, мы стараемся изо всех сил. Обязательно делиться в соцсетях обязательно, смотря где вы нас смотрите. Если вам присылали ссылку, то, переходя по этой ссылке, вы заполняете анкету, заявку, где указываете ФИО, фамилия, имя, отчество или просто имя, отчество, контактный телефон и электронную почту на всякий случай. Если вы заполняете телефон, не забывайте туда дописывать, из какой страны, потому что иногда пишут 0, и это не совсем понятно, куда звонить и как обращаться.
ни через Viber, ни через WhatsApp связаться невозможно. Просто если это Россия, это +7. Если это другая страна, то пишите плюс и код страны. Потому что мы в России, если что. Мы не знаем, как с вами связываться. Мы очень хотим... Что сейчас конкретно делать? Нужно. Еще вы можете подписаться на новости. Это наш сайт ЗКБВ. З как Z, К, Б, В. Подпишитесь обязательно на новости, заполняйте заявки, ставьте лайки, делитесь эфиром в соцсетях. И мы для вас будем еще готовить много новой интересной информации, если эта тема заходит. Поэтому в комментариях мы все прочитаем позже. Обязательно напишите все, что вы хотите. Все, что вам было интересно. И спасибо, что вы досидели с нами до конца. Мы очень рады, что вам нравится нас смотреть. И вы, каждый из вас, кто активные были, вы сможете получить свои подарки. Поэтому заполняйте заявки, обращайтесь и оставайтесь всегда молодыми, красивыми, счастливыми и здоровыми всем. Спасибо большое всем, спасибо, дорогие мои лекторы, замечательные, красивые лекторы. Спасибо всей поддерживающей структуре, которые были в Zoom, поддерживали нас так здорово и хорошо. Ну и, конечно, дорогие друзья, дорогие зрители, все, кто нас смотрит сейчас в соцсетях, в любой соцсети, на Ютубе, где угодно, пишите свои вопросы, регистрируйтесь, подписывайтесь. У нас еще море интересных советов для красоты, здоровья, благополучия, ну и, конечно, хорошего настроения. Оставайтесь здоровыми, красивыми и радостными. Счастья вам. До свидания. До новых встреч.